Привет, Арканы! В этом ролике я покажу некоторые свои работы, которые делал в прошлом году во время своего отсутствия. Итак, поздравляю вас со всеми наступившими и прошедшими праздниками, а вы поздравьте меня с тем, что я наконец-то обзавелся варбоссом. Кое-кто его уже видел в шортах, это именно им я анонсировал свой камбэк прошлой осенью. Номинально это Orc Warboss with Big Choppa, то есть орк-военачальник с большой рубилой. Но внимательные орководы, конечно же, заметили, что чоп у него другая, нежели у оригинальной модельки. Дело в том, что это литье достаточно дрянного качества, поэтому чопу я заменил на оригинальный пластик. Варбосс же. Также я ему привесил оригинальную гранату, чтобы замаскировать косяки литья на заднице. Ну и в целом, после покраса он стал вполне годным на вид. Кстати, это не единственный варбосс, которого я мастерил за время отсутствия. Газю старенького тоже очень хотелось поставить на полку, но на этапе покраски работа застопорилась из-за плохого грунта. Вот такой Maxi Color ни в коем случае не берите. Краска на него ложится очень неохотно. Густые слои еще более-менее, а жидкие или проливка не держатся на поверхности от слова совсем. Да и не растекаются толком. С рогами вышла хрень какая-то. Даже желание что-то делать отпало. Может быть, со временем что-нибудь и придумаю. Само собой разумеется, я за все это время не только орками занимался. Хотелось параллельно замутить новую армию имперских гвардейцев. Для постука своим пацанам. Но здесь я, правда, все как всегда прослоупочил, потому что ГВ выпустил новых кадианцев. Ну, давайте обо всем по порядку. В первую очередь стоит сказать, что ряды женихов для Снегурочки пополнились новыми претендентами из числа редких гвардейцев. Тут и претарианец, и штрафник, и даже Jopal Endangered Squadrons, наемные эскадрильи Jopal. По бэку они известны своей меткостью и заботой о деньгах. Jopal — это аграрный мир, граждане которого рождаются в долгу перед своим правительством и проводят большую часть взрослой жизни, работая, чтобы выплатить этот долг. Одним из способов ускорить погашение долга является вступление в контрактные эскадрильи. Но меня приколола их форма, поэтому захотелось такого джопальца себе в коллекцию. Эти чуваки — альтернатива преимущественно от Wargame Atlantic. Но в целом основой для гвардейской армии я планировал сделать кадианцев. И начал готовить для них поддержку в виде Heavy Weapons Squad, дабы снизить потери в рядах простых пехотинцев. Но что-то пошло не так, и не успел я собрать 3 минимально необходимые модельки на 60 мм базах, как ГВ выпустили свой Cadia Stance, где не только кардинально заменили и изменили все фигурки, так еще и базы для артиллерии поменяли на 50 мм. Само собой, это обстоятельство снизило мотивацию возиться со старыми гвардейцами до минимума. А какие задумки были. Также я собрал еще один литой Лемон Рас, не в пример тому старому, про который снимал ролик. Если кто не смотрел, то посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Дело в том, что тогда давно, когда я собирал танк, я весь изматерился и в ролике неоднократно призывал ни в коем случае не связываться с литой техникой. Потому что собирать кривые поверхности с перекосами на швах при помощи суперклея, ну то еще удовольствие. Но этот танк, это ну совсем другое дело. И это вовсе не реклама. Его сделал мой хороший знакомый. Он не увлекается вархаммером, но занимается литьем. Правда, совсем других вещей на специальных литьевых машинах промышленным способом. Разбираясь в этих вопросах, он по дружбе отформовал и отлил мне несколько танков. Я этот процесс наблюдал и загорелся идеей тоже отливать минки. Ну, хотя бы для себя, чтобы была возможность делать конверсии, не испытывая ограничений в деталях и не сдерживать свой творческий порыв.
Для этого, конечно же, нужно оборудование. Поэтому я завел Boosty, на который всех призываю подписываться. Ссылка внизу в описании. Я же, в свою очередь, раскрашу один из этих танков и проведу розыгрыш среди подписчиков. Конечно, если их наберется, хоть сколько-нибудь значимое количество. Вы же, повторюсь, подписывайтесь на Boosty, на канал на YouTube, на группу ВКонтакте, на все будут внизу ссылки в описании. И пишите свои комментарии и мнения в комментариях. Ну и напоследок я покажу вам одну из своих самых старейших конверсий, которую я все делаю и переделываю, и все никак не доделаю. Первый раз я взялся за конверсию хасидского байка очень давно. Так давно, что даже не помню когда. Постоянно переделывал всякие надстройки на него, менял седаков, затем участвовал в каком-то махаче на байк. Не помню каком, когда и где, но фотка датирована мартом 2020 года. Шуты заменил на сдвоенный Дакаган, розовый пулемет. Ну и всякого тут намастырил. Даже гротика добавил. Его, кстати, пришлось расчленить, чтобы поместился. Ну и всякое такое. В общем, такие дела, пацаны. Такой вот незамысловатый формат вышел. Давайте до встречи. А я пойду делать ролик. Пока.